Я решил записать это видео, потому что я не терплю однобокости и фантазий, которые выходят на международный уровень. Я считаю, это неправильно. И я считаю, что многие проблемы, колоссальное количество проблем на нашей планете происходит именно из-за однобокости. Из-за того, что люди видят одно и не видят другое. Из-за того, что люди видят одно и закрывают, намеренно закрывают глаза на другую сторону того же самого вопроса. ПАСЕ. Сегодня состоялось там рассмотрение определенного доклада по поводу преступлений, которые совершаются на оккупированных территориях, а также в Крыму. И ПАСЕ приняла резолюцию по войне в Украине, призывает освободить всех пленных, призывает ратифицировать Римский статут. Это, кстати, очень важно, на самом деле очень важно. Ну и вот здесь вот все сообщают, что ПАСЕ приняла такую резолюцію. Вот этот канал показал само виступлення докладчиці более всего. Вітаю, Інно. Щойно, буквально пару хвилин тому, закінчилося обговорення українського питання в парламентській асамблеї Ради Європи, і ПАРЄ ухвалила спеціальну резолюцію. Вот здесь показывается выступающая. Власне, нагадаю, що починалося з доповіді спецдоповідача ПАРЄ. А вот здесь показывается уже общий план. И людей достаточно много мы видим в зале, и трибуна, в общем-то, многолюдна. Сформувати спеціальну моніторингову місію, яка буде стежити за тим, як утримуються українські полонені не лише на окупованих територіях Донбасу. Ну, посмотрели, да и ладно. А теперь перейдем к самому докладу. Давайте посмотрим, как происходил доклад. Потому что велась трансляция из зала. И на что я обратил внимание? На многолюдность. Доклада, в частности, в Северодонецке. Мое отношение к этой проблеме коренным образом... Обратите внимание на зал. Ну, практически никого нет, пустой зал. Где сепаратисты держали пленных. Отдельные представители, присутствующие в зале, не скрывали своей заинтересованности в том, что вот рассказывает женщина. В простонародье это называется «шарики катаю». То есть человек занимается собственными козявочками, вместо того, чтобы слушать, что она говорит. Фронта с гуманитарной помощью. Первый день... Можно сказать, возможно, это первые минуты доклада, и поэтому не успели еще все собраться в зал. Но я специально посмотрел видео, полное доклада, и вот кусочки из него. Вот проходит еще несколько минут доклада. Делая вид, что вводит Викторию на расстрел. Еще 2 минутки проходит, пустой зал. Против экстремизма, сепаратизма, терроризма, чтобы... Дало еще 3 минутки, зал пустой. Исчезновениях людей, пытках и убийствах по политическому... В принципе, доклад подходит к концу, зал пустой. Теперь вам предлагаю посмотреть еще раз, как украинский канал показывал, в общем-то, само заседание. ПАРЄ може сформувати спеціальну Обратите внимание на заседающих. Моніторингову місію, яка буде стежити за тим, як утримуються українські полонені не лише... Теперь сравним с тем, что было на самом деле, прямым эфиром. Мы призываем их... В детстве я очень любил вот эти вот такие, знаете, небольшие карикатуры. Найди 10 отличий. И вот стульчик стоит, вот человечек сидит. Ну, я понимаю, ради чего неудобно иногда показывать абсолютно пустой зал и абсолютное отсутствие интереса к тому, о чем докладывает вот эта вот женщина. Но все-таки, ну, объективность же есть объективность. Зачем подставлять другие кадры, если есть кадры реальные? Вот на сайте ПАСЕ этот доклад. А вот голосование. 59 за, 4 против, 2 воздержались. И вот у меня есть вопрос. Я, как и большинство, думаю, из вас, являюсь рядовым обывателем, не скрываю этого. И для меня многие вещи, многие механизмы работы вот таких вот серьезных организаций сокрыты, знаете. Я не понимаю, как они работают зачастую, потому что я не могу понять своим обывательским умом, и, возможно, кто-то мне объяснит, как при пустом зале находится 59 человек, которые голосуют. Да, там, понятно, что 4 это украинская делегация. Но суть не в этом. Откуда взялись вот эти вот люди? Или же они голосуют, ну, не слушая, просто они знают, что за это надо проголосовать, или одно из 3, знаете, как говорится. Теперь немножечко о кривобокости. Я считаю, что искривление в ту или иную сторону в таких вопросах, это то, что приводит к страшным вещам, к смертям, к пыткам. В докладе я также говорю о задержанных украинскими властями, боевиках и гражданских лицах, причастных к террористической деятельности незаконных вооруженных формирований. То есть доклад не касается только лишь тех, кого задержали сепаратисты, но также и людей, которых задержала украинская сторона.
И я бы здесь хотел подчеркнуть, я знаю, то есть не слышал, а я точно знаю, что пытки применяются, бесчеловечное отношение имело место быть. Это факт, абсолютный факт. И здесь я могу с женщиной согласиться. Однако же, сейчас она скажет, как относятся к тем, кого задержали с другой стороны. И вот здесь вот кроется дьявол. Этих людей посещают представители международных гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста. И их содержат в нормальных человеческих условиях, в то время как сепаратисты до сих пор. Еще раз подчеркну, я точно знаю, что со стороны сепаратистов к задержанным людям с украинской стороны применялись пытки и внесудебные казни в том числе. Более того, отдельные индивидуумы не гнушались выкладывать это видео в сеть и, в общем-то, и ничего не находили в этом предосудительного. Однако же заявление женщины по поводу того, что к людям, задержанным с другой стороны, относятся хорошо, они содержатся в нормальных условиях, их все посещают, смотрится очень странно на фоне заявлений Генеральной прокуратуры Украины, в том числе военной прокуратуры Украины, о том, как содержались люди, к примеру, в одном только случае, в случае задержания батальоном «Торнадо». Эти электрошокеры и это сам генератор применялся. Но в области мошонки. В области мошонки применялся электрогенератор к задержанным. Это для повышения их потенции или для улучшения их жизнедеятельности. Его изнасиловали. Это не выдумки сепаратистских телеканалов. Это видео следственных действий. Почему представительница ПАСЕ не рассказывает об этом в том числе? Почему она так однобока? Это ведь неправильно. Сюда завели этого пенсионера, его подвешивали за трубы вверх ногами и забивали его тут. Но она просто не знает об этой ситуации, или она предпочитает о ней умолчать. С какой тогда целью? Ну а теперь поговорим о профессионализме. Это человек, которого вы видите, это Александр Кононов. Я с ним встретилась в Северодонецке. С начала войны он с женой Викторией оказали добровольную помощь украинским вооруженным силам. Александр Кононов является волонтером из Северодонецка. Он на самом деле провел в плену около 100 дней. И на самом деле я вполне верю в то, что к нему применялись пытки и бесчеловечное обращение применялось. Но давайте послушаем дальше, что рассказывает представительница ПАСЕ по поводу русской рулетки. Александр был избит и подвергнут так называемой русской рулетке симуляции выстрела в голову, в результате которой получил травмы. Я думаю, что 99,9 зрителей моего канала в курсе, что такое русская рулетка. Русская рулетка — это револьвер с барабаном, это 1 патрон, или 2, или 3, или сколько хочешь патронов, и одно гнездо пустое. Вот, хлоп, и выстрел в голову. Повезет, не повезет. Русская рулетка, гусарская рулетка — это издавна известная забава, не очень, или, скажем так, не очень нормальных людей. Для того, чтобы посмотреть, как это работает, может представительница ПАСЕ просто посмотреть классический фильм «Охотник на оленей», и там как раз таки они забавляются этой русской рулеткой, зарабатывают деньги, стреляя в голову. Повезет, не повезет. Тут не бывает такого, чтобы выстрелили в голову, имитация выстрела в голову, и пострадала голова. Тут или у тебя нет головы, или тебе повезло. Она просто не знает, о чем она рассказывает. При этом я нашел видео с Александром Кононовым для того, чтобы для себя прояснить, что же за русская рулетка была. И вот, оказывается. Передергивает пистолет, вставляет к колбу. Затем в момент выстрела отводит в сторону. В один из выстрелов я был царапина по спине, ранен. Это не русская рулетка, это имитация выстрела в голову. И передергивает пистолет, значит, русская рулетка уже не получится. Потому что русская рулетка, повторяю, это барабан обязательно. Она не знает, о чем она рассказывает. Вот что интересно. Ну а теперь то, что я считаю позорным. И то, чем можно подвести жирную черту под этим докладом. Сильнее всего шокирует то, что Александр является ветераном Советско-Афганской войны, на которой он потерял кисть, правую руку и левую ногу.
Я с трудом могу представить себе, как он мог выжить в этих нечеловеческих обстоятельствах. Попала ли информация о том, что Александр Кононов является ветераном Советско-Афганской войны, на которой он потерял руку и ногу, в официальные документы Парламентской ассамблеи Совета Европы? Вот, документ 4 апреля. И такая информация на самом деле попала сюда. Вот, пожалуйста, Александр и Виктория Кононовы. И наиболее шокирует то, что Александр является ветераном Афганской войны, на которой он потерял руку и ногу. При этом я нашел другой доклад, который был сделан ранее правозащитными организациями, и был немало удивлен. Вот доклад по правам человека, насколько я понимаю, Международной Хельсинской группы. Здесь находим информацию об Александре и Виктории Кононовых. Александр Кононов с 2005 года является инвалидом первой группы, травматическая ампутация правой руки и левой ноги. Возможно, представительница Парламентской ассамблеи Совета Европы не в курсе, но в 2005 году, 14 лет как не было уже Советского Союза и 16 лет как не было Советско-Афганской войны. Ну, просто не было, она закончилась до этого, задолго до этого. Вот здесь мы читаем тоже об Александре. Так, подняться в комнату на второй Александру трудно. Он инвалид второй группы. В 2005-м потерял правую руку и ногу. Тогда работал дробильщиком на частном предприятии. Ну и видео теперь. Сам себя называет настоящим укропом Донбасса. 10 лет назад Александр потерял руку и ногу, но это его не сломало, даже наоборот, закалило. А теперь еще раз то, что прозвучало в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы и то, что попало в официальные документы ПАСЕ. Сильнее всего шокирует то, что Александр является ветераном Советско-Афганской войны, на которой он потерял кисть, правую руку и левую ногу. Ну, в принципе, у меня все. Мой доклад окончен.